Всем привет, друзья! Только ты выпустился из мотошколы и вот уже готов выкатиться буквально на трассу, но страхово. Поговорим сегодня о том, что же тебя ждет после выпуска из мотошколы и что с этим делать. Конечно же, только выпустившись из мотошколы, даже если ты себе купил мотоцикл, и он уже тебя ждет в гараже, а сегодня ты получил права, наверное, самое сложное это вклиниться, так сказать, в этот общий поток автомобилей, который уже движется по трассам. Наверное, это самая большая проблема, с которой сталкиваются все начинающие мотоциклисты, и я сейчас не говорю о тех, кто за рулем уже по 20-30 лет, у кого там большой стаж вождения машины, многие, как ни странно, вы удивитесь, если бывало и вы это смотрите, вы удивитесь, но очень много людей получают только мотоциклетные права. Кто-то учится совместно там на А и Б, но в любом случае их выезд на дорогу становится первым. Им просто тупо страшно выезжать на дорогу. И я прекрасно понимаю именно таких ребят. Сам такой же. Для меня выезд на мотоцикле был по сути первым выездом на дорогу общего пользования. Я не ездил. И первое, что я помню, божечки, мне же сейчас поворот делать. То есть я подъехал на светофор и мне такой, хоп, мне налево надо. Я помню, мне было очень страшно. Я такой, блин, а правильно я знаки смотрю, а можно ли мне действительно здесь повернуть на этом светофоре, никто ли там не поедет откуда-нибудь с какой-нибудь стороны. И тут, кстати, понимаешь правило помехи справа. Вот левый угол для тебя гораздо более, так сказать, проницаемый, а правый, он становится, более незащищенным. И становится понятно, почему нужно пропускать машины, которые едут с правой стороны от тебя, потому что ты их тупо, во-первых, можешь не заметить, они самые опасные, но они могут двигаться по какой-то траектории, которую ты не посмотрел. Это очень важное правило, его важно понять. Понять его можно именно на дороге. И оно очень органичное. Может быть, сейчас оно кажется сложным. Но когда ты именно находишься на дороге, становится очевидным, становится понятным, по какой причине машины справа, они более опасны для тебя и почему их надо пропустить. Следующая важная вещь. После выпуска из автошколы ты еще не привык ориентироваться по знакам. Не привыкнешь, пока не привыкнешь к знакам, как ни странно. Потому что знаки, они статичные. Ты когда движешься, можешь просто пропустить какой-то объект, просто тупо не заметить. Поэтому в любом случае начинать лучше всего с маленькой скорости движения. Не бойтесь, что вы будете ехать медленно. Это нормально, нет ничего страшного. Здесь могу дать рекомендацию. Старайтесь держаться правой полосы дороги. Не едьте посередине дороги, не едьте в левом ряду, если вам там не нужно ехать. Просто для того, чтобы не мешать другим автомобилям, уважайте других участников движения и двигайтесь по правой стороне. Ничего страшного, все нормально. Все, кому надо, вас объедут. Тоже, кстати, одна из тех вещей, которая проходит через все мое видео, это ни в коем случае не переживать за свою ответственность на дороге, что вы кому-то мешаете. Просто движение по крайней правой полосе, оно позволяет вам гораздо меньше помех создавать движущемуся за вами транспорту. Следующая штука, к которой нас мотошкола не готовила, это скорость. Автомобили, которые движутся по дороге, движутся гораздо быстрее, чем те, кто ездил с вами на площадке. Это фактор, к которому нужно тоже привыкнуть. Автомобили, они как бы задают темп движения. Для вас, конечно, в самые первые выезды это будет казаться вам очень быстрыми, потому что вы будете ехать со скоростью там около 40 км в час. Это нормально, что вам кажется, что они едут быстрее, чем вы. В действительности, я вам скажу тут маленький спойлер, для меня быстрыми автомобилями являются те, которые быстро маневрируют. И особенно на скорости в 130-140 км в час мозг новичка точно не справится с такой задачей, поэтому даже не пытайтесь уследить за этими сумасшедшими, которые гоняют по городу со скоростью в 150-200 км в час, и хрен с ними. Их таких 1-2 в городе найдется за время вашего движения. Все остальные ездят плюс-минус более-менее адекватно. Следующая штука, о которой не могу не упомянуть, это торможение, друзья. Вас в мотошколе подготовили одним из упражнений вставать в правильное место на линии для того, чтобы сдать одно из экзаменационных заданий. Однако этот навык вставать там, где нужно, вам пригодится в вашей мотокарьере именно уже на дорогах общего пользования, перед светофорами, чтобы не пересекать стоп-линию, а также вам нужно будет мысленно прочерчивать такую же линию для того, чтобы не въехать в бампер во впереди стоящий автомобиль. Имейте в виду, что навык именно торможения, его нужно хорошенько потренировать, возможно, на парковке до выезда на дорогу общего пользования, особенно если это ваш первый мотоцикл и ваш первый выезд. И бонусная, конечно же, штука, которую я вам даю и хочу поделиться с вами, рассказать, это то, что помогло мне в частности.
частности, перед своим первым самым выездом на дорогу я тренировался на парковке. Я купил мотоцикл, но мне страшновато еще, потому что это, опять же, мой первый выкат в город. Мне нужно пересечь весь город, а это больше там 20 километров с юга до севера города, Санкт-Петербург весь проехать по дорогам общего пользования. Это был торговый центр, на нем было много машин. Я решил просто вот так вот между рядами покататься. Научился прочувствовать, так сказать, мотоцикл, посадку свою смотрел, руками, соответственно, рулил. Вот это вот все. Научился пользоваться поворотниками хотя бы на базовом уровне. Так несколько машин проезжали там навстречу мне, несколько машин там ехали вместе со мной. Я, соответственно, их пропускал, когда было это возможно и удобно. То есть научился смотреть, посматривать хотя бы в зеркала. Я не могу сказать, что я тогда научился смотреть в зеркала, нет. Я просто посматривал в них, там есть кто-то или нет. Также научился лучше реагировать на возникающие препятствия внезапные в виде детей, взрослых, которые по этой самой парковке вот так вот хаотично двигались. Это все вместе помогло мне сориентироваться и мозг, так сказать, настроить на будущую вот эту первую поездку, мой первый выезд. Ну, при этом мне было, конечно, страшновато ехать, я вам честно скажу. Это правда, я ее не стесняюсь. Но все равно я приехал к себе на север своим ходом, довольный как мамонт. Тем, что это была моя первая поездка, то, что мне это удалось сделать, и никто не пострадал. Самое главное, я не пострадал, и мой новый мотоцикл тоже не пострадал. В общем, друзья, когда покупаете себе первый мотоцикл, попривыкните к нему. Даже если у вас уже есть опыт вождения других мотоциклов, все-таки рекомендую покататься какое-то небольшое количество времени на какой-то площадке. Это может быть парковка перед торговым центром или просто какая-то площадка, не занятая автомобилями. Поездите спокойно, поповорачивайте, привыкните к мотоциклу, к тому, как он себя ведет. Ну и это вам позволит уже спокойно и безаварийно доехать до следующего пункта назначения, который вы себе поставите. Ну а с вами, как всегда, сегодня был Йорш. Увидимся в новых видео. Всем пока!